Всем привет! Это канал Scale Journal, и сегодня видео обзор набора от фирмы Trumpeter Super Dreadnought ВМФ Британии Королева Елизавета в масштабе 1:700. Релиз набора был в июне 2015 года. Набор состоит из более чем 300 деталей и в собранном виде составляет порядка 28 сантиметров. Ссылка на этот набор будет в описании к видео. На самой коробке у нас изображена трехмерный рендеринг модели. На торцах есть цветовая схема, вид сверху и дана краткая историческая справка. С другой стороны схема раскраски корабля сбоку. Ну а также показано, что в наборе есть фото травления и даны два самолета. Напомню, это масштаб 1:700 от фирмы Trumpeter. Перейдем к содержимому коробки. И начну обзор, как обычно, с инструкции. Инструкция выполнена в виде удобной книжки, состоящей из 8 страниц. На первой странице, как это обычно у Trumpeter, располагается модель, вид сбоку и даны условные обозначения, используемые в инструкции. На второй странице на второй и третьей странице у нас показана схема расположения деталей на литниках. Первым делом по инструкции собираются орудия корабля. Вторым этапом собирается основная часть корпуса, палуба. Затем идет установка основных орудий и вспомогательных на корпус корабля. Далее идет сборка мелких деталей, устанавливаются на надстройки корабельные, локаторы, пулеметы, прожектора. Далее прилагается собрать все мелкие детали надстроек, закрепить их на сами надстройки. Также собираются краны, а затем настройки переносятся и устанавливаются на палубу корабля. Ну и на последней странице показано, как собрать роли управления. Также здесь показана схема сборки самолетов, которые идут в комплекте, и соединение всех частей корабля. Корабль можно собрать в двух вариантах: либо полностью верхняя и нижняя часть корпуса, затем с установкой на подставку, либо собирается по ватерлинии с последующей имитацией воды на диораме. С этой частью инструкции все. Также в комплекте идет цветной лист, на котором изображена цветная схема окраски корабля и самолетов, и также дан список номеров красок, которые нужно использовать при окраске данной модели. Показано все схематично и достаточно понятно. Теперь перейдем к рассмотрению литников. Первым делом рассмотрим нижнюю часть корпуса. Соответственно, здесь у нас сразу можно посмотреть оба варианта. Либо мы собираем корабль для подставки и склеиваем с нижней частью корпуса, либо мы собираем корабль для диорамы, чтобы сделать имитацию воды и имитацию по ватерлинию. В обоих вариантах у нас половинки стыкуются практически идеально. Сама детализация корпуса на высоком уровне. И со второй половинкой стыковка второй вариант сборки тоже стыкуется очень хорошо. С каких-то там шпаклевка тут вряд ли потребуется. Скорее всего, просто склеить и зашлифовать стык. На нижней части корпуса
Есть две небольшие утяжные, которые необходимо будет обработать, а в остальном сделано все очень хорошо. Идем дальше. Сейчас я, наверное, по-быстрому покажу сами литники. Также укажу, видны ли дефекты, либо наоборот качество хорошее, так как предназначение самих элементов, точные названия я не знаю, поэтому просто покажу. На этом литнике дефектов не видно, отлито весьма качественно, даже видны мелкие лестницы. На следующем литнике у нас даны две надстройки. Также, похоже, антенны и табличка с названием корабля и с масштабом. Этот литник у нас также без дефектов и очень качественно пролиты мелкие детали. Ну, буквально на камере, наверное, будет не видно эти элементы, но тут очень мелкие лестницы, какие-то трубы, и их очень хорошо видно на этом литнике. Следующий литник. Здесь дана труба, спасательные шлюпки. Также ни облоя, ни дефектов каких-либо незаметно. Далее у нас два элемента, видимо, с палубами. Опять же, литье очень качественное. Видно, похоже, что либо деревянные, либо какие-то листы настелены. Каждый элемент очень хорошо виден. После выделения смывкой здесь будет очень красивый рисунок. Здесь также у нас мелкие цепи пролиты, это, видимо, якорные. И какие-то рельсовые площадки. Повторюсь, литье на высочайшем уровне. Далее идут два одинаковых литника с основными орудиями корабля. Башни орудий. Сами орудия идут. Видны очень мелкие клепки. Далее опять два одинаковых литника, на которых у нас идет элемент экрана, орудие меньшего калибра и еще один катер и якоря. Еще пара одинаковых литников, на которых у нас идут прожектора. Если не ошибаюсь, антенны, пулеметы и части каких-то надстроек. Также в комплекте идут два литника с прозрачными деталями, на которых у нас даны два самолета. Интересное решение. Почему они... Если кто в курсе, зачем они даны именно в прозрачном пластике, отпишите в комментарии. Также в наборе идет вот такая вот черная подставка. Также в комплекте дана небольшая платка фототравления. Что это за элементы, я затрудняюсь ответить. Вот этот элемент, точно знаю, идет на трубу. И здесь дано 8 маленьких лестниц.
Несомненно, это придаст некую дополнительную красоту модели. И также идет в комплекте маленький набор с декалями. Здесь данные флаги и какие-то метки дополнительные. Тут получается на самолеты идут метки. Набор декалей простой достаточно, но выполнен качественно. В принципе, это весь набор. У набора, конечно, шикарная детализация, как мне кажется. Очень большое количество мелких деталей. Приятный бонус в виде небольшой платы фототравления. Половинки корпуса стыкуются отлично. Облоя или каких-либо дефектов на литниках замечено не было. Единственное, что место, где нужно будет есть утяжено, это вот на днище корпуса, но, опять же, повторюсь, это устраняется элементарным зашкуриванием. Здесь даже не придется шпаклевать. Набор крайне интересен. Собирать я его буду в варианте на подставку. 90%, что именно так соберу. Вот, на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.